Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как связать вот такое кепи крючком. Вот я связала кепи. И этим же узором, как и на кепи, связала берет. Вот я вам расскажу, в чем их отличие. Вот здесь мало того, что резинка широкая, а здесь бортик. Вот он, узенький бортик. И расскажу по поводу самого головного убора, чем они немного отличаются друг от друга. Также я вам покажу и расскажу, как связать эти цветы. Вот. Кое в чем нам опять пригодится таблица, по которой мы вязали раньше головные уборы. И эту таблицу вы можете найти в описании под моим видеороликом. Я там дам ссылки, где эту таблицу можно найти. Для начала берем нашу таблицу, по которой мы уже неоднократно вязали, и выбираем по первой колонке размер головного убора, который будем вязать. Вот я буду вязать на 38 размер, окружность головы. Вот окружность головы в сантиметрах 38. Вот у меня манекен, 38 размер, это окружность головы. Раньше мы с вами высчитывали радиус окружности по формуле окружность равна 2πr. И находили радиус. Теперь мы пойдем более простым путем. Вот во второй колонке смотрим диаметр дна. Это окружность головы, деленная на 3,14. То есть это уже дан диаметр. Вот у меня в 38 размере 12,1. То есть вот пишем 12,1. Это диаметр. А радиус будет равен тогда 6,5. Это радиус. Ну, мы округлим до 6 сантиметров. Значит, я буду вязать на 38 размер. Это возраст от 0 до 3 месяцев. Вы вяжите на свой размер, выбирайте свой. Вязать я буду крючком номер 3. И пряжа у меня 100% акрил. Значит, делаем скользящую петлю. Вытягиваем петельку. И набираем 1, 2, 3. 3 воздушные петли. 3 воздушные петли нам заменят столбик с одним накидом. Далее сюда в кольцо вывязываем накид, вытянули петлю и вытягиваете на высоту петель подъема. Зафиксируйте, сделайте накид. Зафиксируйте теперь большим пальцем, провязывайте 2 и 2 петли. Накид, вытянули петлю, держим, чтобы они не соскользнули и не убавились. Зафиксировали 2, 2, накид, вытянули петлю, сделали накид.
провязали 2, провязали 2, накид, вытянули петлю, сделали накид, вот здесь вверху зафиксировали, провязали 2 и провязали 2. Значит, в итоге у нас получается 1, 2, 3, 4, 5. Значит, вам нужно провязать вот 3 петли подъема и плюс 20 столбиков с одним накидом. И в сумме у вас получится 21 столбик с накидом. Вот набрала я 21 столбик. Обязательно проверьте. Вот здесь петли подъема. Вот петли подъема. И следующий столбик. Это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это будет 20 и 21. Теперь вот у нас петли подъема здесь. Вот они. И вот сюда соединяем. Теперь это колечко стянем. Впоследствии затянем его посильнее. И вяжем следующий ряд. 1, 2, 3. 3 петли подъема, которые нам заменят столбик с одним накидом. Значит, здесь мы не трогаем, а берем сразу вот за следующий. Вот таким образом. Накид. И вот под эти петли вывязываем рельефный столбик выпуклый с одним накидом. 1. Вот за следующее вывязываем второй выпуклый рельефный столбик с одним накидом. Накид. Теперь сразу в отверстие вывязываем обычный столбик с одним накидом. Сразу вывязываем один рельефный накид и сразу же вывязываем второй. Накид. Вот сюда в отверстие сразу после рельефного столбика вывязываем обычный столбик с одним накидом. Накид. Теперь за эти петли вывязываем рельефный. 1. И вот второй. Сразу в отверстие вывязываем обычный столбик с накидом. Накид. И за следующие петли вывязываем 1, 2. И сразу же обычный столбик. Итак, вяжем по кругу, и я вам покажу, как соединить. Вот у меня 2 рельефных столбика, 1 простой столбик. Вывязываем 2 рельефных, 1 и второй.
и соединяем с петлями подъема. Вот у нас 2 рельефных между следующими 2 рельефными петли подъема, которые заменили столбик с одним накидом. Проверьте обязательно, иначе у вас рисунок собьется. Вот смотрите, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 и 3. Все у нас получилось. Следующий ряд вяжем. 1, 2, 3. Вот рельефные столбики. Перед ними мы вывязываем обычный столбик. А за эти 2 рельефных вывязываем 2 рельефных столбика. 1 и 2. После рельефных сразу вывязываем 1 и до рельефных вывязываем тоже 1 столбик обычный. 2 рельефных. 1, 2. То есть в прошлом ряду у нас был 1 столбик, в этом ряду уже 2. Вот сразу после рельефных вывязываем обычный столбик. Столбик пропускаем и после него вяжем еще 1. И 2 рельефных. 1, 2. И так вяжем по кругу. И в конце я вам покажу опять, как соединить и начать следующий ряд. Вот я заканчиваю ряд. Вот у меня 2 рельефных столбика, 2 обычных, 2 рельефных, 1, 2. И вот у нас здесь петли подъема мы соединяем. И получается, что вот между 2 рельефными 2 обычных столбика. Опять 1, 2, 3, накид. В следующее отверстие вывязываем обычный столбик. И в следующее тоже обычный столбик. Вот у нас получилось 3 столбика обычных. Затем вывязываем 1 рельефный, 2 рельефный, накид. Рядом в отверстие вывязываем обычный столбик с накидом 1, 2, 3. И сразу рельефные столбики. 1, 2. Вот. Принцип вроде понятен. Итак, вяжем по кругу. И когда мы провяжем последние 2 рельефных столбика, то сразу соединим с петлями подъема. Вот, провяжем их и сразу соединим. Итак, мы должны вязать. Вот у меня радиус 6 сантиметров. Вот радиус донышка. Я буду вязать, значит,
радиус плюс 1/3 радиуса. То есть я буду вязать 6 плюс 2, 8 сантиметров. Можно вязать радиус плюс половина радиуса. Но вы уже там высчитаете, сколько у вас будет. И вяжите по своим размерам. Дальше вяжем самостоятельно. Вот у нас с каждым рядом вот эти обычные столбики, количество их будет увеличиваться. Вот 1, потом 2, потом 3, потом 4 и так далее. И за счет этого у нас будут расходиться клинья. И донышко будет увеличиваться. Вот таким образом и будет. Посчитайте, у вас должно быть 10 сегментов. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 сегментов у вас будет. Ну, далее вяжите самостоятельно. Ничего тут сложного нет. Вот довязываю я ряд до конца. Еще раз я вам покажу соединение. Значит, вот у меня 3 обычных столбика. Теперь идут 2 рельефных. 1, 2. И сразу соединяем с петлями подъема. Вот. И у нас между двух рельефных, с одной стороны и с другой, 3 обычных столбика. И опять мы набираем 1, 2, 3. Рядом вывязываем столбик с одним накидом. 1, 2, 3. И 2 рельефных столбика. 1, 2. В итоге мы имеем 4 обычных столбика. Вот у нас уже на 1 еще прибавилось. Здесь у нас тоже будет вот 1, 2, 3, 4. И 2 рельефных. 1, 2. Вот и так вяжем. Видите, у нас клинья расширяются. Вот обычные столбики 1, 2, 3, 4. И здесь тоже 1, 2, 3, 4. Опять довяжите 2 рельефных и сразу соедините в петли подъема. Ну вот, связала я донышко на расстоянии 8 сантиметров. Вот смотрите, мы донышко связали в плоскости, то есть плоское. Теперь мы должны вязать прямо, без добавлений и без убавлений. Как это делается? Вот у меня, значит, здесь столбиков 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 обычных столбиков. 1, 2, 3. Раньше мы вязали, в первую ячейку вязали столбик с накидом.
Теперь мы ее пропустим и будем вязать в следующую. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, но у нас еще один этот столбик, петли подъема. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. То есть 9 столбиков у нас также и осталось. 2 рельефных столбика. Накид. Эту ячейку мы пропускаем и вяжем столбик с накидом в следующую. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И вот в это отверстие 9. И опять 2 рельефных столбика. 1, 2. И вот уже видно, берет уже стал загибаться у нас. Уже по чуть-чуть начинает загибаться. Итак, мы должны вязать без убавлений и без прибавлений на расстояние от 6 до 8 сантиметров. Я буду вязать по прямой 6 сантиметров. Вы выбираете, сколько вам понравится. Вот, можете 6, 7 или 8. Больше, мне кажется, не стоит. Вот в предыдущий ряд поставьте маркер. И вот от этого столбика отмеряйте и вяжите от 6 до 8 сантиметров по прямой. Значит, я вам показала, как мы не довязываем с одной стороны, вот здесь мы ячейку пропускаем, а в следующем кругу я вам покажу с другой стороны и окончание этого ряда сейчас покажу. Довязывая этот ряд до конца, вот у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Два рельефных. 1, 2. И соединяем. 1, 2, 3. Теперь мы в это отверстие, в эту ячейку вяжем столбик обычный. Получаем 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6, 7, 8, 9. А эту ячейку рядом с рельефными столбиками мы пропускаем, не вяжем сюда, а сразу вяжем рельефный столбик. Вот и у нас опять 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 обычных столбиков и 2 рельефных. Но у вас там будет свое количество. Вот здесь мы в предыдущем, вернее, еще ранее мы пропустили ячейку. Видите, не провязали сюда. Теперь мы сюда провяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ячейку пропускаем, а вяжем 2 рельефных столбика. Вот, и у нас уже берет начинает принимать форму. Значит, так вы должны вязать от маркера по прямой, так по прямой, от 6 до 8 сантиметров. Ну вот я заканчиваю ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Значит, сюда мы не вяжем в ячейку, а сразу вяжем рельефный столбик. 1, 2, 3 и соединяем. Опять 1, 2, 3. В прошлый раз мы в эту ячейку вязали. Теперь мы в нее вязать не будем, а пропустим ее и будем вязать вот в следующую ячейку. Вот пропускаем сюда. У нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В прошлом ряду мы эту ячейку пропустили, а теперь мы сюда свяжем 9. И 2 рельефных столбика. Опять эту ячейку пропускаем, будем вязать в следующую. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, и сюда 9. И 2 рельефных. 1 и 2. Ну вот видите, он уже получает форму, наш берет. Берет, может быть даже кепи получится. Посмотрим. Связала я 6 сантиметров. И вот наш головной убор уже принял форму. Видите, вот по прямой я вязала, как я вам и говорила. И теперь переходим к следующему этапу. Теперь берем ту же самую нитку с другого конца клубка, и мы должны связать образец для резинки. Набираем воздушные петли. Главное, чтобы у вас было не менее 10 сантиметров для более точного расчета. После того, как набрали цепочку какой-то длины, пропускаем одну петлю и в следующую вывязываем столбик без накида. Можно вязать рельефными столбиками. Один лицевой рельефный, один изнаночный рельефный. Если вы будете вязать резинкой. И уже по ним делать расчеты. Поскольку я буду вязать козырек, я буду набирать столбики без накида. Итак, вы пробежите эти столбики где-то сантиметра 3-4 и замерите, сколько столбиков в 10 сантиметрах. Вот, в 10. Потом замеряете. Теперь давайте делать с вами расчет, сколько нам нужно убавлять. Вот я вязал на 38 размер. Значит, это окружность головы 38 сантиметров. Значит, нам нужно от 38 сантиметров отнять на плотность облегания головного убора от 2 до 4 сантиметров. Я буду убавлять 3 сантиметра. 38 минус 3 сантиметра на плотность облегания. Получается 35 сантиметров. Поскольку я буду вязать кепи, вот уже не берет, а кепи. Если вы будете вязать берет, и в конце вы будете вязать резинку, значит, вяжите образец резинкой. Вот здесь один выпуклый столбик, один вогнутый. Вот они у меня как. Это резинка крючком. Значит, вы набираете именно тем узором, которым будете вязать. Поскольку у меня уже берет есть, я решила связать кепи, значит, я буду вязать образец столбиками без накида. Значит, вы набираете длину такого образца, чтобы можно было замерить, сколько столбиков в 10 сантиметров для более точного расчета. Вот, и должны связать образец. Так, воздушная. И столбиками без накида провязываем несколько рядов.
высоту. Ну вот, и вяжем образец. После этого замеряем, сколько столбиков в 10 сантиметрах. Вот у меня в 10 сантиметрах получилось 17 столбиков. Значит, в 1 сантиметре 1,7. Теперь я должна 1,7 умножить на 35 сантиметров. И получаем 59,5. Или округляем 60 столбиков. Вот у меня здесь в окружности должно остаться 60 столбиков. А у меня вот в каждом сегменте или секторе по 11 столбиков. Вот 9 и 2. По 11 столбиков. А секторов у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть у меня в общей сложности 110 столбиков. Значит, от этих 110, вот от 110 я должна сминусовать 60. Получается 50 столбиков. Значит, по всей окружности я должна убрать 50 столбиков, чтобы осталось 60. Ну вот, и теперь и распределяем. И у меня получилось, что через одну ячейку мне вязать столбики. Вы у себя распределите, как у вас будет равномерно. Вот. То есть через одну ячейку. Здесь мы, значит, пока столбик без накида провяжем, эту ячейку пропускаем, а в следующую вывязываем столбик без накида. Эту ячейку пропускаю, в следующую вяжу. Эту пропускаю, в следующую вяжу. Через одну. Вот. И так вяжем по кругу. Для кепи рекомендуется где-то от 1 до 1,5 сантиметров. Вот такой ширины. Вот сюда нужно связать. Вяжем самостоятельно. Ну вот, связала я ободок. Где-то 1,5 сантиметра. Вот здесь у меня задняя часть, затылок. И теперь мы должны связать козырек. Ну, вот так получилось. Я специально делала такую вязку. То есть не в раскол крючок вводила, а между столбиками без накида. И вот мне понравилось вот так. Теперь мы с вами свяжем к этому головному убору козырек. Как я уже говорила, козырек высчитывается следующим образом. Вот 38 размер я беру свой, 38 делим на 3 и получаем 12,6.
примерно 13 сантиметров. Эти 13 сантиметров нам нужно, вот задняя часть, вот здесь распределить, впереди. Это на мой манекен, вот на этот. Вот у него 38 сантиметров. Вы высчитываете по своему размеру козырек, то есть берите размер, делите на 3 и получаете, сколько сантиметров у вас на козырек. И затем вот здесь по центру прикрепляйте нитку. Значит, вот я нашла место, откуда мне начинать козырек. Воздушную. В следующую петлю провязываем столбик без накида. Под петлю пока еще вяжем столбики без накида. Под петлю. Вот. Я должна так провязать 13 сантиметров. Вот провязала я 13 сантиметров. Теперь мы вывязываем одну воздушную петлю, поворачиваем. И теперь мы под петлю не вводим крючок. Мы должны ввести вот под эту петельку, под узелок, вот сюда. Вот таким образом. Конечно, лучше взять металлический крючок такого же номера. Он тогда будет лучше входить в узелок. И вот сюда должны вводить. Прямо в узелок. Вот. И так мы должны весь ряд довязать и провязать вверх. Вот сюда. Рядов 10. 10 рядов. Ну и вот такое кепи у нас с вами получилось. Уголки загнете, прикрепите. Вот. Можно верхушку оставить такую, а можно взять большую пуговицу и обвязать ее и пришить. Вот. Эти места можно украсить чем-нибудь, там пуговицу связать или обычную готовую пуговицу сюда прикрепить. Но мы с вами сейчас свяжем вот такое украшение, только в тон головного убора, который мы только что связали. Вот. Витыми столбиками связано украшение такое. Там можно вот такое связать украшение. Сейчас я вам покажу, как оно вяжется. И мы с вами свяжем. Вот я уже связала темно-синим цветом. Где-то здесь можно прикрепить. Вот таким образом. Берем нитку основного цвета, делаем скользящую петлю и в нее вывязываем
вот сюда 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Накид. И вывязываем столбик с одним накидом. И считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ну, вы будете набирать, сколько вам там понравится. Вот я набрала 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь это колечко затянем. И теперь нужно будет соединить. Вводим крючок в петлю, но соединяем мы нитью другого цвета. Вот так. Теперь, вот мы соединили. Теперь основную нить мы отрезаем. Так. Кольцо можно затянуть. Нет, петлю подтянуть. Вот. Теперь мы этот крючок убираем. Возьмите тонкий крючок. Вот у меня единица. Номер 1. Берем тоненький крючок. Вяжем 1, 2, 3. После того, как вы вывязали 3 воздушные петли подъема, делаем набивку на крючок. Причем вы будете навивать, и петли эти продвигайте вот сюда, к толстому краю крючка. Затем введете крючок в петлю, вытащите нить, и когда сделаете накид, все эти петли передвиньте к началу крючка. И крючок поверните обороткой вниз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Накид. И протянем вперед к крючку и вытянем. Затем нить на высоту витого столбика и протянули. Нить не натягивайте рабочую. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Не зажимайте здесь. Легонько держите, просто дайте проход нитки внутри. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. И вытащили. Нить на высоту столбика и протянули.
Вот, значит, в одну петлю мы один связали, в другой 2 витых столбика. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. И вытянули. Сюда 1, в следующую петлю 2 свяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Сильно не зажимаем и вытягиваем. Так, сюда еще один свяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Бородку крючка держим вниз, чтобы она не цепляла нитки. Значит, еще раз повторяю, нитка слабо должна быть, вот в свободном состоянии. Витки делаете и протягиваете ближе сюда. Потом, когда вы последний накид сделаете, чтобы протягивать, витки не зажимайте сильно, а слабо держите. Просто вот чтобы вот проход был крючка по петлям. Крючок надо бородкой вниз держать. Вот таким образом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Значит, у кого не получится, сделайте 1, 2, 3 слабенько. Не затягивайте. И протяните. Потом увеличьте. 1, 2, 3, 4. Опять протяните. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Протянули. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Протянули. И так с каждым разом увеличивайте. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ну вот после того, как вы закончите этот цветок, кстати, что хочу сказать, делайте витки не по 15, допустим, а по 10 витков. Ничего страшного нет. Это уже на ваше усмотрение. Вот, дальше мы, значит, вот одну петлю провяжем. И затем вот так соединим. Можно ставить так. Вот так его ставить. Можно обвязать, допустим, столбиками без накида. Вот еще одну воздушную петлю. И сюда 1, 2.
следующую 1. Вот тут ниточка, обратите внимание, к какому лепестку относится. 2, 3, 3. Вот сюда 1, 2, 3. Ну, вроде симпатично получается. 1, 2, 3. Вот можно так обвязать. И так вот по кругу обвязывайте. Ну, а теперь давайте свяжем подобие такого цветка, только тоже синими и голубыми нитками. Значит, делаем скользящую петлю. 1, 2, 3. Накид. Вывязываем столбик с одним накидом. И вывязываем еще 22 столбика. 1, 2, 3, 4, 5. Чтобы у вас в сумме было 24 столбика с одним накидом. Вот уже 5 есть, чтобы в общей сумме было здесь 24 столбика. Ну вот, связала я 24 столбика с одним накидом. Вот с петлями подъема. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24. Вот это кольцо можно уже стянуть. Ну, потом вы его затянете впоследствии потуже. И теперь нам нужно соединить. Вот ввели крючок, а соединять мы с вами будем другой ниткой. И соединяем вот нитью другого цвета. Так, теперь вывязываем 1, 2, 3, 4. 4 петли воздушных нам заменят столбик с 2 накидами. И еще 2 воздушные петли для арки. 2 накида. Под следующую петлю вывязываем столбик с 2 накидами. Опять 2 воздушные петли, 2 накида. Под следующую петлю столбик с 2 накидами. 2 воздушные петли, 2 накида. И под следующую петлю тоже вывязываем столбик с 2 накидами. 2 воздушные, 2 накида. И под следующую петлю столбик с 2 накидами. Вот. И так обвязываем по кругу. Ну вот я заканчиваю столбики с 2 накидами вязать. 2 воздушные петли. И вот здесь мы 2 петли оставляем для арки. И вот так соединяем. Далее вяжем 1, 2, 3. И вот эту ножку, то есть столбик с 2 накидами, будем обвязывать.
Вот так согните. 1, 2. Это у нас уже 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Вот связали 10 столбиков с одним накидом. Поворачиваемся. И теперь нам точно так же нужно вот этот столбик обвязать. Накид. И точно так же сюда вывязываем тоже 10 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Если не умещается, пододвиньте. 8, 9, 10. Вот 10 столбиков с одним накидом. И вот так у нас ложится лепесток. Вот. Теперь берем следующий столбик. Вот так сворачиваем пополам. Накид. И под этот столбик тоже вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И опять разворачиваетесь. Берете следующий столбик. Накид. И обвязываете его. 1, 2 и так далее. Вот. И у вас будет вот такой цветок. Можно эти столбики вязать не с двумя накидами, а с одним, покороче. И значит, вы будете обвязывать меньшим количеством столбиков. И у вас цветок будет поменьше немного. Вот. В общем, смотрите. Можно наоборот больше сделать. Допустим, не 2 накида, а 3 сделать. Тогда цветок будет большой. Но в этом случае я не знаю, как поведет себя серединка. Нужно ли будет ее побольше сделать. Или чтобы она еще была видна. Экспериментируйте. Бежите. И вот такой симпатичный цветочек у вас получится, как этот. Вот видите, он сидит жестко. Ну и вот такое кепи у нас с вами получилось. Цветок я не стала обвязывать по краю. Что-то мне показалось излишним.
А вот еще берет, который я связала до этого. Вот с таким цветком. Как видите, здесь резинка широкая. И здесь по прямой я вязала всего-навсего 4 сантиметра. А здесь бортик узкий. Но здесь я вязала по прямой 6 сантиметров. Вот. Ну, а вам выбирать. Рисунок, что здесь, одинаковый. Вот на этих двух головных уборах. Вот цветки разные. Ну, вот, вроде бы и все. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.